Сегодня я хочу поделиться с вами, как изготовить такую замечательную снасть для зимней рыбалки, как арбалет. В прошлом видео я немножко, может быть, неправильно не договорил. То есть многие люди спрашивают, что за проволока, где ее взять, как вот отгрузить. Еще раз повторюсь, и этот ролик будет коротким. Смотрите, для того, чтобы изготовить такую снасть, как арбалет, нам понадобится стальная нержавеющая проволока. Ее можно специально для вас, ребята, поехал в магазин, нашел эту проволоку. Она продается в строительных магазинах. Используется для обвязки арматуры, то есть для изготовления всяких армокаркасов, то есть для армирования. Вот, использую я проволоку для кивка арбалет диаметром 1 мм. И при выборе всегда пробуйте, чтобы она была не мягкая, немножко жестковатая, чтобы конструкция была как бы не сильно хлюпкой. Так, дальше. Проволока у нас есть. Что нам еще понадобится? Понадобится нам металлический кивок. Обязательно металлический кивок. Также нужно будет взять простой кивочек, то есть не сам кивок, а нам понадобится вот эта вот резинка, то есть держатель кивка. Так, это мы взяли. Проволока, металлический кивок, капельница медицинская. С нее мы возьмем 1 сантиметр трубки. Потом расскажу для чего. Ну что же, приступим. Будем выгинать. Берем, отрезаем наши проволоки сантиметров 30-40. Лишнюю мы уберем. Потом вот это ребро делаем сантиметров 5. На глаз можно. Когда немножко вот первый раз выгнули, теперь берете так вот, держите к себе и загинаете вот остальное на себя, как сворачиваете. Свернули, поджали. Ничего страшного, что криво. Так, дальше. Что мы делаем? Смотрите, это мы выгнули, получается, вот эту часть. Вот она идет у нас. Теперь нам нужно сделать вот этот поворот. Опять же на глаз, около сантиметра. Берем, выгнули. Дальше мы делаем поворот вот на это ребро. Это ребро будет у нас притормаживать наш кивок. Выгнули. Смотрите, чтобы добиться хоть более-менее какой-то симметрии, как я делаю, я просто беру, переворачиваю это вот так вот все и смотрю, как мне сколько выгинать. Да, еще это ребро, ну, сантиметра 4 можно делать. Все, загинаем. Так, теперь смотрим. Смотрим, сколько нам нужно отступить тоже на глаз, чтобы сделать такой же поворот. Все на глаз. В зеркальной последовательности также все выгинаем. Первый раз может получиться криво. Ничего страшного. На ловлю рыбы это не влияет.
Главное, чтобы была резинка с кивком, ну и правильно отрегулирован. Так, что ж, получилось немножко кривовато, но пойдет. Вот наша оснастка арбалет практически готова. Теперь, что нам нужно для дальнейшего изготовления? Берем капельницу и отрезаем около сантиметра. Нам понадобится трубочка. Давайте чуть-чуть побольше возьму. Вот, взяли мы трубочку. Теперь важный момент. Сделать прорези с одной и с другой стороны параллельно друг другу. То есть как бы с одной сделаем надрез. И также такой же надрез делаем мы с другой стороны. Параллельный. Аккуратно, смотрите, не порежьтесь. Для чего? Для чего я сделаю эти надрезы? Чтобы наш кивок потом держался на наших пружинках. Есть. Так, теперь берем резинку, простую канцелярскую. Разрезаем. Теперь нужно ее пропустить через нашу трубочку, в которой мы делали отверстие. Трубочку можете взять с какого-нибудь табеля. То есть обрезать, не дать капельница. Капельница очень маленькая получилась у нас, но ничего. Еле протолкнул. Все, одели нашу трубку. Берем теперь кивок. То есть не кивок, а берем наш арбалет. Надеваем с одной стороны. Делаем, чтобы наша трубочка была по центру нашего арбалета. По центру, да? Теперь вот здесь делаем обыкновенный узел, завязываем узлом. Немножко подтянем. Лишнее отрежем. Вот, теперь смотрите, что у нас получается. Зачем мы делали эти прорези? Вот наша трубка, да? Теперь нужно трубку выставить так, чтобы мы, когда теперь мы сейчас вот вставим наш кивок, он прошел между резинками. Все. Оснастка арбалет практически готова. Теперь смотрите. Для того, чтобы отгружать, регулировать наш кивок, что мы делаем? Чтобы
натянуть наш кивочек, мы делаем оборот на себя. Так мы подбираем и регулируем жесткость нашего кивка под вес мормышки. Так, давайте сейчас посмотрим. Возьмем нашу мормышку, к примеру, 0,25 грамм. Вот мормышечка у нас 0,25 грамм. Вешаем. Так, повесили. Ой, видим, да? Наш кивок упал, значит нам не хватает жесткости. Мы берем, накручиваем до того момента, пока наш кивок плавно не будет опускаться. С одной стороны. Также накручиваем и с другой стороны. Все, видите? Наш кивок поднялся. Что происходит? Когда наш груз лежит на дне, вот на дне лежит, рыба подходит, начинает брать нашу наживку. Когда она ее поднимает, она практически не чувствует благодаря натяжению резинки. И тем самым увеличивает вероятность поклевки, потому что рыба не чувствует вашего груза, вашей мормышки. Подошла, взяла, клюнула, и вы увидели, заметили, как ваш флажок, то есть поднялся. Вот это получается мы отгрузили наш кивок под, то есть настроили под вес 0,25 грамм, да? То есть рыба, практически говоря, вот, она не чувствует веса из-за того, что натяжение идет с помощью резинки. Кстати, очень-очень-очень крутая вещь, особенно для ловли мирной рыбы, особенно лещ, он прихотливый. Вот эти вот проблемы с подбором кивка решаются одной снастью. То есть если вы лещатник, любите ловить мирную рыбу, карась, лещ, плотва, ребята, не проходите мимо этой снасти. Вот, ее можно отгрузить практически под любую мормышку. В начале видео я сказал, что нам понадобится простой кивок и вот такая вот часть от него. Для чего нам надо это было? Когда вы будете вот к вашей удочке, в общем, приматывать эту оснастку, ну, делается это просто. Берете вот таким вот образом, приматываете нитками, можете одеть термоусадочную трубку и просто это все зафиксировать. Очень важный момент. Смотрите, в чем дело. Пропускных колец, получается, от удилища у нас нигде нет. Да? Вот, у нас нигде нет. Что я делаю? Я немножко, когда арбалет уже приматываю к удочке, да, то есть креплю, я немножко вот подгибаю вот эти вот места на арбалете, чтобы получился треугольник, видите? Вот, и сам кончик удочки выдвигаю, потом одеваю вот эту вот резинку для того, чтобы сюда завести леску. Вот, она проходит у нас от нашей катушки, вот заходит сюда, потом обязательно видите, под ребро. Вот здесь вот есть тоже пропускное колечко для лески, и сюда уже в это колечко. Все. Понимаете? Вот, то есть эта вещь не бесполезная, она обязательно, она нужна. Просто у вас будет такой вот как нахлест. Можете еще здесь вот посередине удилища тоже еще одно кольцо сделать. Вот такое же. Его можно, оно есть разных размеров, можно еще одно поставить, будет еще лучше. То есть всегда пробуйте, экспериментируйте. Все, всем спасибо, кто смотрел это видео, кому оно понравилось. Ставьте палец вверх.
Я думаю, это видео будет полезно. Да полезно всем, начинающим рыбакам и профессионалам. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Всегда отвечу. Все, всем спасибо. До свидания.